5 марта текущего года состоится марафон республиканского масштаба за безопасную жизнь. Это и есть главный девиз вело- и пешего марафона. Отличительная особенность марафона – это жилеты со светоотражающими элементами и плакаты со слоганами, призывающие к безопасной жизни. Помимо прочего, для участников запланирована концертная программа, где триумфаторы получат ценные подарки. Stay with it. You don't need to water it down. No one else has the same story. Stay with it, please. Stay with it, please. You can't take all the time that you need. Привет, друзья! Вам, наверное, интересно, куда я еду по пустым улицам. Дороги перекрыли для проведения марафона за безопасную жизнь. За все хорошее против всего плохого, как говорится. Поехали с нами. Конечно, я сейчас маршрут вам объясню, как поедем. Здравствуйте. Товарищ сеньор Помидор. Здравствуйте. Что это вы на треке сегодня? Да, смотрю. Все на таких крутых велосипедах. Триумфатором хотите быть, признавайтесь. О, у тебя покруче. У меня европейская, у тебя У меня на липучках. Что там написано? Джамуат. О, департамент. Ролики зашли? А? Ролики. Ага, вот, теперь понятно. Возьми жилетку возьми. Здесь нас всех строят перед стартовой линией. Не знаю. Заездами показываю, что... А здесь нас загнали обратно, и началось представление. Hamma borib startga joyiga tayyorgarlik ko'radi. Undan keyin umumiy butun respublikamiz bo'ylab barcha viloyatlar translyatsiya orqali hamma viloyatlarimizda ushbu marafonimiz o'tkaziladi. Shuning uchun startga tayyorgarlik ko'rasizlar. Mas'ul xodimlari, Oliy Majlis palatalari deputatlari, Ichki ishlar vazirligi, Milliy gvardiya, Madaniyat va turizm vazirligi rahbariyati, mutasaddi tashkilot. На самом деле, в эпоху современности очень важно думать о сохранении жизни и здоровья наших граждан. Вы знаете, что с развитием различных технологий, расширением количества автотранспорта возникает очень много различных угроз для жизни и здоровья наших людей. Поэтому вот
те комплексные мероприятия, которые осуществляются ежегодно и проводятся они в течение года, они в первую очередь направлены на то, чтобы обеспечить всестороннюю безопасность нашего населения. Bilaman, ular ham ehtimol har kun bolam deb chopgan-u, bolam deb shoshgan. Shaytonga ish bo'lib kulfat eltmoqda. Bir necha takabbur haddidan oshgan. Xavfsiz hayot uchun, xavfsiz hayot uchun. Dil ochaylik mehr ila najot uchun. Odamlarning hayoti xavfsiz bo'lish uchun harakat qilgan insonni burchi mana shunday kunlarda ko'rinadi. Ilohim, burchinglarni chiroyli bajarish hammaga nasib qilsin. Vatan deya kim qadam tashlar? Demak, ezgu ishlarni boshlar. Qo'lni qo'lga bering, keksa-yu yoshlar. Qalbdan deylik birga barimiz. Biz yangi O'zbekiston farzandlarimiz. Когда все важные речи были толкнуты, все песни спеты, пришло время таки покрутить педали. И вот мы переходим непосредственно к самому заезду. Начинается он со стандартной толкотни на старте, с криков. Я был оттеснен толпой и, не желая рисковать, ехал спокойно, медленно, чтобы не делать никаких завалов. Вот мы начинаем немного разгоняться. Зачем-то нас выпустили сразу же за ретро-автомобилями. Может, чтобы мы привыкали к тому, что в городе точно так же придется лавировать между машинами. Чтобы мы научились делать это безопасно, нас выпустили толпой среди машин. Наверное, так можно это объяснить. Вот, обхожу в повороте ребят, чтобы наконец взять уже нормальную скорость. Беру ее и, собственно, начинаем катить. Погодка в этот день была совсем не ахти, пасмурно. И местами такой ветер неприятный дул, останавливающий. Будут на этой трассе еще моменты, где он будет встречным. Догоняем байкеров. Димакс, конечно, красавчик. Димакс укатил вперед. Где-то там он сражается со спортсменами. Я же пока не могу еще догнать основную группу. Проезжаем бывшее Комсомольское озеро, ныне парк Magic City. Едем на Дружбу. Вот, наконец-то мне удается догнать машины. Непонятно, вот честно, зачем их впереди пустили таким жестким рядом и с такой медленной скоростью. При том, что спортсменам сказали, что самому быстрому в приз дадут телевизор. Соответственно, они начали гнать, рубиться как бы. И делали это быстрее машин. В итоге получилась вот такая каша впереди. Я здесь тоже рисковать не стал, лезть куда-то между ними. Спокойно всех пропускал вперед. Вот, наконец-то, более-менее мы выстроились, но, как видите, скорость
у машин, едущих впереди, вообще никуда не годится. Соответственно, ребята начинают залезать в щели, обгонять. А здесь сейчас вы увидите, будет поворот впереди, они вообще затормозят, как бы. Хорошо, что никто не впечатался. Вот, да, безопасное движение. Учитесь безопасно двигаться, когда машины со всех сторон будут лезть. В городе происходит примерно то же самое, поэтому спасибо, да, ребята, вам за такой тренажер. Ну и вот, да, такая каша по рельефу. Вы видите, что начинается подъем. Был еще небольшой встречный ветер, поэтому ехать мне становится тяжко. Набранного задела скорости надолго мне не хватит. И очень скоро я начну уставать, отваливаться. Потому что за день до этого у меня был заезд из Хаджикента в Ташкент. Я там очень серьезно вот смотрите, здесь меня подрезал чувак вообще по беспределу. Пришлось еще по тормозам давать, скорость терять благодаря вот такому маневру. В общем, ноги у меня были забиты, потому что за день до этого я ездил Хаджикент-Ташкент, чтобы отнимать ком у трикотлета. Проехал с большим отрывом. А еще за день до этого, за 2 дня до этого был червак. И как бы круг червака тоже маршрут не из легких. Кто знает, тот знает. Вот, все, я тут уже как бы ехать всего 5 километров, конечно, было, но в ногах вообще уже сил у меня не оставалось, поэтому вот еду на морально-волевых, так сказать, плетусь в горку, благо скоро она закончится. Вот, наконец-то вижу я Димакса. Сейчас он продемонстрирует вам свой аэроприем, свою аэропосадку чуть попозже. Мне еще надо догнать его для этого. Вот он, дорогой наш. Гроза всех комов. Смотрите, как держится. Легендарный. И вот мы, короче, погнали догонять ребятушек, едущих впереди. Благо спуск можно поднажать. Проезжаем сейчас, забыл, как называется, выставочный зал, что-то такое. Выставочный зал Академии художеств справа, слева ЦУМ. Парк очень хороший. Вот, едем к метро Космонавтов. Здесь спортики начинают лютовать. Димакс, я смотрю, красавчик. Тоже времени зря не теряет. Зацепился за колесо. Уже подъезжаем к финишу. Слева памятник космонавтам. Вон то стеклянное здание, это Интерпол. Димакс дает финишный спринт. Я тоже начинаю чуть-чуть ускоряться. В общем, наконец-то появилось пространство для маневров. Правая полоса оказалась свободной. Ребята вон читерят на колесе у машин. Я снова начинаю подуставать. Начинают тут обгонять меня. Вон вижу группу спортиков.
Тут с одной стороны машина опять залазит. До финиша остается совсем немного. Но сил у меня остается еще меньше. И поэтому просто здесь как бы уже накатом еду. Вот начинают обгонять меня. Я как бы начинаю тоже добавлять, потому что не очень приятно, когда тебя обгоняют, особенно перед финишем. Вот они начинают спринтовать. И тут происходит чудо. Машины вот эти наши сопровождения останавливаются в финишной арке просто. Мы, соответственно, все даем по тормозам, но вот благо наш круг почета, точнее такая 8 почета, закончено, и, собственно, едем теперь досматривать концерт, смотреть, кому раздадут телевизоры. Ну, собственно, наверное, на этом я прощаюсь. Вы уже досмотрите без моих комментов. Спасибо за внимание. Лайк, подписка. Ноги не выросли. Да, коротковато чуть-чуть. Было со всеми приятно познакомиться, поеду-ка я домой. Правильно. Правильное решение, что мокнуть. Давайте селфи на память сделаем, самый навороченный. Были сумерки, мы шли в неясности, с друзьями думали о безопасности. Машины разъезжали и нас не замечали. Инспектор ДПС нас вдруг остановил и дал один совет. Он очень мудрым был, что в свете фар заметен тот, кто надевает и несет яркий фликер. Фликер Домодедово носит точно, носят все мои друзья. Быть заметным нужно на дорогах всем. Безопасность — это классно. С этих самых пор всегда у нас с собой, когда гуляем мы, пусть в темноте ночной, ведь оставляет яркий свет наш волшебный амулет. Любой водитель рад и радуется глаз от темноты преград, всегда спасает нас. Мы ходим всюду без проблем и советуем вам всем. Яркий фликер,
Фликер Домодедово носят точно, носят все мои друзья. Быть заметным нужно на дорогах всем. Безопасность — это классно. Яркий фликер. Будет стыдно мне. Падает. Только никому не говорите. Необходимо помнить, что каждый из нас, принимая участие, внесет свой вклад в пропаганду безопасной жизни наших граждан.